Всем привет, мои хорошие подписчики моего канала Лорочка Счет. Хочу вам пожелать самого наилучшего настроения, чтобы в ваших сердечках всегда окутывал золотой свет, чтобы у вас все было прекрасно, чтобы было все хорошо, хорошее настроение и самого наилучшего и мира на земле, мирного неба. Сегодня я вам хочу перед праздником показать, как можно сделать быстро и без всяких дополнений салфеточку на стол, украсить стол своей красивой салфеточкой, которую вы можете сделать своими руками. Это не затруднит вас, займет 5-10 минут, и у вас будет красивый стол. Что я хочу? Я вот взяла вот такой вот лен. Это льняная ткань, вы можете даже взять какую-то постиранную с чего-то, вырезать, если у вас там что-то есть, или полотенечко какое-то вас не устраивает, выстирать его и вырезать вот такой вот квадратик. Это 32 на 32 я сделала, это неплохой такой небольшой размерчик, очень удобно. И я вам покажу, как это сделать. Я беру вот и начинаю вот такие вот ниточки и вытягиваю вот эти вот ниточки, просто их вытягиваю вот так вот потихоньку. Можно по несколько штук, главное, чтобы они не если несколько штук, оно запутывается очень хорошо. Видите, уже начинается вот такая вот бахрома. Очень советую вам это сделать. Оно и бюджетно, и очень красиво, и вы будете довольны своей работой. И так нужно с каждых сторон. Если у вас там что-то не получается, можно взять эту порочку и вот так вот поддеть. Вот. И вот потихонечку, потихонечку, с одной стороны, с другой стороны, вы это все вот так вот, все, много ниток не нужно снимать, потому что оно запутывается, а по несколько ниточек вы снимаете, оно легко-легко захватывается, и просто у вас будет великолепная, даже стирается, оно стирается тоже очень хорошо, оно не уже как бы не будет терять свой вид, и даже закреплять. Некоторые прострачивают зигзагом по краям, но я смотрю по ткани, если она мне позволяет, что она не будет, она уже торочится, она себе восстановила свои, так сказать, восстановила свои границы, и оно не будет. Видите, там, где получается, где мы неправильно вот как бы по долевой, и оно нам сразу показывает, где долевая. Вы вот так вот можете, если тяжело, вот поддеть и вот так вот вытягивать. Очень это можно сделать за 10-15 минут, и ваш праздничный стол будет просто великолепен. Советую вам это сделать. Я всегда люблю перед праздниками что-то такое интересное сделать, даже не затрачивая бюджет, и просто сделать себе красоту на столе, сервировку стола, как говорится правильно. И вот таким вот способом я это все
я советую вам на сантиметра полтора поснимать эти ниточки, и будет вот такая вот бахрома. Вы просто будете довольны своей салфеточкой, не затрачивая много времени. Вам не нужна ни машинка, ни какие-то другие. Вы вырезали, и у вас салфеточка просто потрясающая. Вы себе сервировку украсили, свой стол или еще, ну, это уже ваша фантазия, как вы хотите. Видите, как оно, какая красивая бахрома, просто замечательно. И с другой стороны, оно немножко идет, как бы, чуть-чуть тут идет, как бы, чуть-чуть сложнее, чем подолевой, это поперечное. А вот это вот чуть-чуть оно сложнее. И разница, видите, в цвете. Это долевая нить идет, долевая, а это поперечная. Оно, видите, вот разные оттеночки. И очень красиво. Если вы поддеваете или упорочкой, или иголочкой, или булавочкой, в общем, неважно. Главное, что вы что-то делаете, и просто вот результат. Если где вы видите, что неровности, видите, как оно нам ткань показывает, что у нас неровность здесь. И мы можем вот так вот подрезать, чтобы нам было дальше видно, как, видите, я подрезала, и оно одинаково уже идет, и у нас не будет, мы уже будем видеть, как нам правильно. Здесь нам легче. Вот видите, берем за эту ниточку и вытягиваем по поперечной. Лучше по одной ниточке вытягивать, потому что там идут переплетения и сложно. И вот так вот потихонечку мы все это вытаскиваем ниточки, и у нас прекрасный результат. Вот видите, как оно красиво. Это бахрома, просто прелесть. И у вас на столе уже красота. Вот я сейчас с другой стороны, с третьей стороны вот так вот беру, вытаскиваю. Оно уже вы берете за эти ниточки. Главное, сначала начинаете там, где долевая ниточка, и потом уже поперечная. Оно уже вытягивается по очереди. Не переживать, что у нас там, где неровно, мы можем откорректировать, поправить эту длину. Вот. Ширину вот этой вот бахромы, там, где неправильно, не всегда ж угадаешь. А так оно уже показывает, как идет наша нить. Уже идет точно, не перекашивается. И вот таким вот методом у нас салфеточка готова, праздничная. Даже если или накрыть корзиночку с пасочкой, или на столе, ну это уже ваша фантазия. И мне очень-очень нравится такой метод. Он просто потрясающий, этот метод. Я у вас на глазах все это делаю, я поравняю, чтобы был результат хороший. Вот. И начиная с другой стороны, так же само мы вытаскиваем эти ниточки, и просто великолепно. Результат потрясающий, просто на глазах. Видите, как она раз, и все. И у вас салфеточка готова. Вы можете украсить свой стол без всяких проблем. Конечно, нужно, можно использовать любые кусочки. Если у вас там что-то есть,
можно, или скатерть как-то там износилась, можно вырезать что-то. В общем, полотенечко тоже можно. Если есть полотенечко, то вы можете разрезать полотенечко на много частей и сделать себе салфеточку. Просто вы будете очень довольны. Я делала и скатерти такие. Вот. Вот видите, как оно быстро все. Вот такая вот салфеточка у нас получается. В общем, я не буду уже дальше. В принципе, могу чуть-чуть показать вам больше. Все это быстро делается. Даже могут дети это делать. Я помню, мама мне в детстве тоже показывала, как это делать. Это здорово. Это еще с моего детства. Вот такие вот навыки, такие знания. Так что, вот видите, у нас салфеточка просто потрясающая. И она на столе выглядит с нашими пасочками, с нашими крашенками. Просто замечательно. И вот так вот наши ангелочки. Вот вы можете так украсить стол красиво и без затрат. Главное, даже можно и ситцевые. Главное, чтобы было хлопчатобумажное, натуральное. Можно лен, можно ситец. В общем, с любого полотенечка можно сделать салфеточки, и вы будете красиво так. Не надо ни строчить, ни с машинкой, ни с чем. Вам нужно будет просто иголочка, ножнички, вырезать это и все. И у вас красиво вот так вот салфеточка на столе, мои хорошие. Такое вот праздничное настроение я вам захотела сделать. Вот еще есть у меня такое красное. Я люблю красные салфеточки, я обожаю. Но на красной салфеточке я вам покажу в следующем уроке, как сделать печать. На следующем уроке я вам покажу. Здесь, видите, тоже так красиво все. Эти бахрома, это естественная бахрома, которая... И вот так вот вы можете выложить даже разными цветами. И у вас будет красивый стол без затрат. Главное, своими сделано ручками. Это очень приятно, и так украсить свой стол и свой праздничный стол. Все, мои хорошие, я с вами хотела поделиться этим невзрачным, небольшим методом обработки салфетки. Очень быстро, за 5-10 минут у вас салфеточка будет готова, и ваш праздничный стол будет просто радовать вас вашими крашеночками, декупажом. Очень красиво. Они блестящие. Я вам показала на предыдущем уроке, как это сделать, декупаж на крашенках, украсить экологично. В общем, я вам посылаю безусловную любовь, что ваши сердечки были окутаны золотым светом, и вы, я уверена, что те, кто смотрит мой канал Лорочка Шьет, у каждого золотое сердце. И я вам также посылаю безусловную любовь и благодарность, и хорошего настроения, праздничного настроения. Как бы оно там ни было, но вы сами себе можете вот таким вот маленьким кусочком и бюджетным
средством сделать себе праздник, мои хорошие. Я вам желаю праздничного настроения, что вы этот праздник провели для себя и для своих родных и друзей с самым лучшим настроением и украшением, мои хорошие. Я очень-очень вас всех поздравляю с наступающей Пасхой. И, естественно, уже не буду повторяться. Хорошего настроения, добра и всего самого наилучшего в праздничные и в будние дни. Чтобы вы себе вот так вот будний день украшали такой красивой салфеточкой. Неважно, сколько оно стоит и с какой оно ткани, но у вас будет такая вот свое творчество, которое вы создали ручками своими. И это очень просто и бюджетно. Ну все, мои хорошие, я могу много говорить, но мне хочется, чтобы ваш праздник был самым настоящим праздником, самым добрым, самым искренним и необыкновенным, чтобы этот праздник принес вам добро, настроение, изобилие и мирного неба, мои хорошие. Всем пока-пока и до следующего урока. На следующем уроке я вам покажу следующую мою идею. Все, всем пока-пока, всего самого наилучшего, всех благ. Пока-пока.